Сидеющая шерсть Уиллоу развивалась на ветру, дувшем с шоссе. Прошло 4 года с тех пор, как его оставили на той заправке. Его усталые глаза все еще следили за проезжающими машинами. Какая-то машина притормозила. Уиллоу навострила уши. Может быть, это и есть то самое возвращение, которого он ждал. Июльское солнце освещало потрескавшийся асфальт шоссе номер 80, излучая тепло мерцающими волнами. На краю захудалой заправочной станции в Небраске неподвижно сидела маленькая фигурка, ее курчавая шерсть была спутана и тронута сединой. Уиллоу, когда-то гордый стандартный пудель с роскошной шерстью, теперь выглядел потрепанным. Его взгляд был прикован к бесконечному потоку проносящихся мимо автомобилей. На шее у него висел потертый кожаный ошейник, на котором все еще можно было различить бирку с выгравированным на металле именем. Раздался гудок грузовика, отчего уши Уиллоу дернулись. Он моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд своих огромных глаз. Ноздри Уиллоу защекотал знакомый запах дизельного топлива, напомнивший о «Шевроле Субурбан», который был его домом в течение 10 лет, но так же быстро, как и запах, он исчез, став очередной ложной тревогой, подобной бесчисленным другим до этого. Обостренные чувства Уиллоу уловили отголоски давно ушедшего прошлого. Джонсоны совершали ежегодную поездку в Йеллоустоун, путешествие, которое всегда наполняло воздух новыми захватывающими запахами. Они остановились на этой самой заправке, чтобы заправиться и перекусить. В суматохе, когда 3 возбужденных детей загоняли друг друга в угол и жонглировали пакетами с чипсами и газировкой, никто не заметил, как Уиллоу выскользнул из внедорожника, принюхиваясь к запаху, исходящему от колонии луговых собачек неподалеку. К тому времени, как он вернулся, виляя хвостом после своего приключения, знакомого синего субурбана уже не было. Замешательство сменилось огорчением, когда Уиллоу поняла, что он остался позади. Он лаял и выл, бегая кругами, напрягая свой острый слух, чтобы уловить звук возвращающегося автомобиля. Но мгновения превратились в часы. Часы в дни, а дни в годы. За это время заправочная станция изменилась. Ярко-красная краска выцвела и облупилась, под ней виднелись пятна ржавчины. Неоновая вывеска «Открыто 24/7» теперь беспорядочно мерцала, а по пыльной стоянке время от времени пробегали перекати поля, принося с собой новые интригующие запахи. И все же Уиллоу продолжал бодрствовать. Каждый день проходил по знакомой схеме. С рассветом, когда начиналась работа, Уиллоу вставал со своего места под старым столом для пикника и разминал свои стареющие суставы. Он направлялся к главному входу станции, где добросердечные служащие часто оставляли ему миску с водой, а иногда и остатки еды. Раздался грубый голос начальника станции, пришедшего на смену. «Ну, привет, старина!» Мужчина присел на корточки, скрипнув рабочими ботинками. Уиллоу сморщила нос от запаха вяленой говядины. Мужчина прищурился, сосредоточившись на потертой бирке, свисающей с воротника Уиллоу. «Уиллоу, да? Так тебя зовут, мальчик?» При звуке своего имени Уиллоу слегка навострила уши. Рефлекс, выработанный годами реакции на это знакомое слово. «Тогда ладно, Уиллоу», — сказал мужчина, бросая пуделю кусок вяленого мяса. «Я Майк. Похоже, ты все еще держишься в стороне, да?» Уиллоу нерешительно повиляла хвостом, осторожно беря предложенное угощение, и его чувствительный нос уловил пикантный аромат. Майк стал одной из констант его новой жизни, знакомым запахом среди моря незнакомцев, которые проходили мимо каждый день. Когда началась утренняя суета, Уиллоу занял свой пост у шоссе. Машины и грузовики с ревом проносились мимо, создавая какофонию звуков и запахов, но острое чутье Уиллоу оставалось начеку, ища в каждом транспортном средстве проблеск или запах семьи, которую он потерял. Время от времени какая-нибудь машина притормаживала, и Уиллоу навостряла уши. Неужели это все? Неужели они, наконец, вернулись за ним? Но машина неизбежно снова набирала скорость, оставляя после себя лишь стойкий запах разочарования.
Солнце поднималось все выше, и жара усиливалась. Уиллоу тяжело дышал, высунув длинный язык, чтобы регулировать температуру тела. Он знал, что ему следует поискать тень, но движение по шоссе было слишком сильным. Что если они придут, а его там не будет, и он их не увидит и не унюхает? К станции подъехал ее красный пикап, и из него вышла молодая женщина. Уиллоу дернула носом, уловив незнакомый запах. Он понял, что это новая сотрудница, и определил этот запах так, как делал это со многими другими на протяжении многих лет. Женщина заметила Уиллоу и заколебалась, держа руку на бензоколонке. «Привет, Уиллоу», — тихо позвала она, заметив его имя на воротничке. «Похоже, тебе не помешало бы немного воды». Уиллоу дернул носом, когда он уловил запах курицы, исходившей от руки молодой женщины. Его желудок непроизвольно заурчал, напоминая о днях, прошедших с тех пор, как он в последний раз плотно ел. «Я Анна», — сказала она, присаживаясь на корточки, чтобы быть на одном уровне с Уиллоу. Она протянула руку, позволяя ему осмотреть помещение. Чувствительный нос Уиллоу уловил смешанные запахи — курицы, бензина и слабый запах другой собаки. «Ты, наверное, проголодался, да?» Анна вернулась к своему грузовичку и принесла половину сэндвича. Она положила его на землю рядом с Уиллоу, освобождая ему место. Уиллоу осторожно приблизился. Его инстинкты самосохранения были отточены годами самостоятельной жизни. Пока он ел, воспоминания нахлынули на его собачий мозг. Аромат барбекю на заднем дворе, волнение от того, что он уронил еду под обеденный стол, успокаивающий запах своей семьи. В течение следующих нескольких недель Анна стала постоянным гостем в жизни Уиллоу. Даже в выходные она заезжала на заправку, всегда с едой и свежей водой. Постепенно естественная усталость Уиллоу начала проходить. Однажды вечером, когда летнее солнце опустилось за горизонт, отбрасывая длинные тени на стоянку, Анна сидела на потертой скамейке для пикника возле Уиллоу. Прохладный воздух нес новые ароматы цветущих цветов прерий, далекого дождя. «Знаешь», — тихо сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к Уиллоу, «я спрашивала о тебе. Майк рассказал мне твою историю». Она замолчала. Ее голос был полон эмоций, которые Уиллоу могла почувствовать, но не могла полностью понять. 4 года. Долгий срок для ожидания, дружище. Уиллоу навострил уши, услышав ее тон. Он придвинулся ближе, ощущая ее успокаивающее присутствие. «Я не могу представить, через что ты прошел», — продолжила Анна. «Но я хочу, чтобы ты знал, что ты больше не одинок». Словно в подтверждение ее слов, раскат грома расколол воздух. Уиллоу напрягся, и по его телу пробежала дрожь. Грозы всегда вызывали у него реакцию «дерись или убегай», первобытный страх, с которым его семья когда-то помогла ему справиться. Но здесь, беззащитный и одинокий, он почувствовал непреодолимое желание сбежать. Анна заметила его беспокойство. «Все в порядке, мальчик, давай зайдем внутрь». Она мягко подтолкнула Уиллоу к магазину на заправке, где Майк с беспокойством наблюдал за приближающейся грозой. «Впустите его!» — крикнул Майк, придерживая дверь открытой. Бедному старику не стоит выходить на улицу в такое время. Когда дождь начал хлестать по окнам, а небо озарила молния, Уиллоу прижался к Анне, прижавшись всем телом к ее ногам. Знакомые запахи магазина, кофе, моторного масла и лосьона после бритья Майка помогли успокоить его бешено колотящееся сердце. Тем временем, за сотни миль отсюда, в уютном пригороде Нью-Йорка, семья Джонсонов собралась за обеденным столом. Сара, уже ставшая подростком, задумчиво гоняла еду по тарелке. «Мам», — внезапно сказала она, — «прошлой ночью мне снова приснился сон об Уиллоу». Рука миссис Джонсон слегка дрожала, когда она откладывала вилку. «О, дорогая, я знаю, ты скучаешь по нему. Мы все переживаем». Мистер Джонсон прочистил горло, на его лице отразилось чувство вины. «Мы уже обсуждали это.
Мы искали несколько дней, расклеили листовки, обзвонили все приюты в округе. Он просто исчез. «Но что, если это не так?» — настаивала Сара. «Что, если он все еще где-то там, ждет нас?» За столом воцарилось неловкое молчание. Потеря Уиллоу оставила рану, которая так до конца и не зажила, постоянное напоминание об одном ужасном моменте, когда мы отвлеклись. «Сара, миссис Джонсон», — мягко начала Сара, — «прошло 4 года. Даже если он выжил, оставшись один на шоссе, она не смогла закончить мысль. «Я знаю, это маловероятно», — призналась Сара. «Но я не могу избавиться от этого чувства. Что, если мы что-то упустим? Что, если еще есть шанс?» Мистер Джонсон вздохнул, проведя рукой по своим сидеющим волосам. «Знаешь что? Почему бы нам еще раз не поискать в интернете? Может быть, кто-то опубликовал что-то, что мы пропустили. Когда вся семья собралась у компьютера, испытывая надежду, смешанную с тревогой, они не подозревали, что за сотни миль от них все еще ждет верный пудель, чьи инстинкты не нарушают его бдительности с течением времени. Когда мы вернулись на заправку, гроза миновала, оставив после себя свежий чистый аромат в воздухе. Анна опустилась на колени рядом с Уиллоу, нежно вытирая его влажную шерсть полотенцем. «Ты ведь умеешь выживать, не так ли?» — пробормотала она. Уиллоу посмотрел на нее, и в его карих глазах отразилась смесь собачьей благодарности и всегдашней тоски по своей потерянной семье. На следующее утро Анна приехала на заправку раньше обычного. Она нашла Уиллоу на его обычном месте у шоссе. Его нос дернулся, когда он уловил знакомый запах. «Эй, приятель!» — тихо позвала она, приближаясь к нему. В ответ Виллоу слегка помахала хвостом. Анна достала телефон и опустилась на колени рядом с Уиллоу. Уши пуделя навострились при звуке электронного затвора камеры. Анна тщательно сделала несколько снимков Уиллоу, стараясь передать его отличительные черты. Серая мордочка, проникновенные карие глаза, небольшой шрам на левом ухе, оставшийся после давнего приключения. Пока Уиллоу с любопытством наблюдала за происходящим, Анна опубликовала пост в социальной сети. Потерявшийся пес, которого все еще ждут спустя 4 года. Этот милый пудель живет на заправке у шоссе И-80 в Небраске с 2019 года. Сейчас он старше, но все еще надеется, что его семья вернется. Пожалуйста, поделитесь и помогите нам воссоединить их. Потерялась собака Уиллоу. Когда Анна опубликовала этот пост, она и представить себе не могла, какую цепочку событий она только что запустила. В течение следующих нескольких дней Уиллоу заметил возросшую активность вокруг заправки. Все больше людей останавливались. Многие подходили к нему с нежными словами и протянутыми руками. Его нос работал сверхурочно, улавливая мириады новых запахов, в то время как часть его наслаждалась повышенным вниманием и угощениями. Его глаза не переставали сканировать шоссе в поисках знакомого синего субурбана. Но по мере того, как росла слава Уиллоу, Анна все больше беспокоилась о его здоровье. Она заметила, что он стал есть меньше, а его движения стали более медленными и скованными. Однажды утром она пришла и обнаружила, что Уиллоу едва держится на ногах. Его обычно настороженные уши поникли. «Вот и все», — решила она дрожащим голосом. «Мы отвезем тебя к ветеринару». Местный ветеринар, доктор Мартинес, тщательно осмотрел Уиллоу. Пудель неподвижно лежал на смотровом столе. Его тело было напряжено, но покладисто, благодаря многолетним визитам к ветеринару вместе с семьей. Доктор Мартинес объяснил обеспокоенной Анне, что он сильно истощен, и у него довольно тяжелая форма сердечного червя. Удивительно, что он так долго выжил в одиночку. Анна почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Вы можете ему помочь?» Доктор Мартинес медленно кивнула. «Мы можем, но лечение будет интенсивным и дорогостоящим». Анна, не колеблясь, ответила, что я найду способ. «Просто, пожалуйста, помогите ему». Когда Уиллоу начал лечение, Анна с головой ушла в сбор средств. Она открыла онлайн-страницу для пожертвований, где делилась новостями о состоянии Уиллоу и его продолжающихся поисках семьи.
Отклик был ошеломляющим. Пожертвования поступали от людей со всей страны, тронутых историей Уиллоу о собачьей преданности и упорстве. Тем временем в Нью-Йорке Сара Джонсон не могла избавиться от ощущения, что ей нужно продолжать поиски Уиллоу. Каждый день она часами просматривала сайты о пропавших домашних животных и страницы в социальных сетях. Во время одного из таких ночных поисков она увидела фотографию старого пуделя со знакомыми карими глазами. Ее сердце бешено заколотилось, когда она прочитала сообщение. «Мама, папа!» — закричала она срывающимся от волнения голосом. «Кажется, я нашла Уиллоу!» Джонсоны собрались вокруг компьютера, едва осмеливаясь поверить, что это может быть правдой. Но когда они посмотрели на фотографию и прочитали статью, сомнения сменились надеждой, а упование — убеждением. «Это он», — прошептала миссис Джонсон, и по ее лицу потекли слезы. «Прошло столько времени, а наш мальчик все еще ждет нас. Мистер Джонсон уже доставал ключи. Мы отправляемся в путь». Когда Джонсоны начали свое путешествие по стране, Уиллоу вел свою собственную битву. Лечение от сердечного червя давало о себе знать, он был слаб, и его лихорадило. Его организм, привыкший к суровой жизни бездомного животного, сопротивлялся лечению. Анна проводила с ним каждую свободную минуту в ветеринарной клинике. Чуткие уши Уиллоу уловили ее успокаивающий голос, даже когда он был в лихорадочном состоянии. Ее знакомый запах успокаивал среди стерильных запахов клиники. Доктор Мартинес вошла в палату, и от ее шагов уши Уиллоу дернулись. «У меня есть хорошие новости и плохие новости», — сказала она. «Хорошая новость в том, что Уиллоу реагирует на лечение. Плохая новость в том, что его возраст затрудняет восстановление. Следующие 48 часов будут решающими». Анна кивнула, на ее лице была написана решимость. Он зашел так далеко, что не собирается сдаваться, и я тоже. Когда Анна устраивалась на очередную долгую ночь рядом с Уиллоу, она и понятия не имела, что синий внедорожник мчится через всю страну, увозя семью, в которой после долгих 4 лет возродилась надежда. Уиллоу то приходил в себя, то терял сознание. Его сны были наполнены смесью запахов и звуков, успокаивающим запахом его старого дома, волнующими запахами прошлых автомобильных поездок, знакомыми голосами его давно потерянной семьи. Несмотря на все это, один инстинкт оставался неизменным. Он должен был держаться. Он должен был быть там наготове и ждать, когда за ним вернутся. В его лихорадочном состоянии границы между памятью и реальностью стирались. Писк медицинского оборудования превратился в звук автомобильного гудка. Прикосновение руки Анны превратилось в нежное похлопывание Сары. Он и не подозревал, что ощущения, о которых он мечтал, становились все ближе с каждой милей. Старая бензоколонка стояла безмолвная в предрассветных сумерках, резко контрастируя с бурлящей деятельностью близлежащей ветеринарной клиники. Внутри Анна дремала на стуле у кровати Уиллоу. Ее рука нежно лежала на его шерсти. Дыхание пуделя было затрудненным, но ровным. Каждый вдох свидетельствовал о его воле к выживанию. Тихий стук в дверь заставил Уиллоу слегка подергать ушами. Вошла доктор Мартинес, и даже сквозь лихорадочный туман в голове Уиллоу уловила знакомый запах. «Ночью у него спала температура», — тихо сказала она Анне. «Он еще не совсем спокоен, но это хороший знак». Гернер позволила себе слегка улыбнуться, нежно почесывая Уиллоу за ушами. В ответ пудель слабо дернул хвостом. Рефлекс, выработанный многолетними позитивными ассоциациями с этим жестом. Когда солнце начало выглядывать из-за горизонта, окрашивая небо в мягкие розовые и золотые тона, на парковку заправочной станции заехал синий внедорожник. Семья Джонсонов, измученная безостановочной поездкой через всю страну, вышла из машины. Сара первой заметила, как Майк открывает заправку. «Извините меня», — позвала она. Ее голос дрожал от смеси надежды и страха. «Мы ищем собаку, пуделя». Мы увидели сообщение в интернете. Глаза Майка расширились от узнавания.
«Вы — семья Уиллоу», — сказал он, и это был не вопрос, а утверждение, полное благоговение. Для. После стольких лет мистер Джонсон шагнул вперед, и на его лице отчетливо проступило чувство вины. 4 года назад мы совершили ужасную ошибку. Мы долго искали, действительно ли он здесь. Выражение лица Майка посерьезнело. Он был. В течение 4 лет эта собака сидела на этой дороге, ожидая тебя, и никогда не сдавалась. Но он заболел. По-настоящему заболел. За ним ухаживала девушка по имени Анна. Несколько дней назад она отвезла его в городскую ветеринарную клинику. Радость семьи по поводу того, что Уиллоу нашлась, быстро сменилась страхом. Миссис Джонсон подавила рыдание. «Пожалуйста, не могли бы вы сказать нам, как добраться до клиники?» Пока Джонсоны мчались в ветеринарную клинику, Анна нежно уговаривала Уиллоу выпить немного воды. Нос старого пса дернулся, почуяв запах свежей воды. Инстинкт самосохранения пересилил слабость. Дверь клиники распахнулась, и на мгновение время, казалось, остановилось. Джонсоны застыли в дверном проеме, не сводя глаз с хрупкой фигуры на кровати. Уиллоу вскинул голову. Его ноздри затрепетали, когда он уловил запах, о котором мечтал 4 долгих года. Ива. Голос Сары разрушил чары. Сдавленный шепот, полный недоверия и радости. При звуке своего имени, произнесенного знакомым голосом, поведение Уиллоу изменилось. Он начал вилять хвостом с большей силой, чем когда-либо за последние годы, а его глаза заблестели от узнавания. Он попытался встать, но его старые лапы дрожали от напряжения и возбуждения. Семья бросилась вперед. По их лицам текли слезы, когда они нежно обняли своего давно потерянного друга. Уиллоу тихо заскулил, уткнувшись носом в их руки. Все его тело дрожало от волнения. Со временем его нос заработал, и он снова почувствовал себя дома. Мистер Лосьон после бритья Джонсона, духи миссис Джонсон, стойкий запах их дома на одежде Сары. Анна отошла в сторону, и ее глаза наполнились слезами, когда она наблюдала за воссоединением, на которое надеялась, но никак не ожидала увидеть. Глубокая связь между этим псом и его семьей была ощутима, наполняя комнату почти осязаемым теплом. Когда первоначальный шок от воссоединения начал спадать, стало ясно, в каком состоянии находится Уиллоу. Доктор Мартинес рассказал о своих проблемах со здоровьем и о лечении, которое он проходил. Джонсоны внимательно слушали, на их лицах читались озабоченность и решимость. «Мы сделаем все, что потребуется», — твердо сказал мистер Джонсон. «Что бы ему ни понадобилось, чего бы это нам ни стоило, мы не потеряем его снова». Следующие несколько дней были наполнены эмоциями, как на американских горках. Здоровье Уиллоу пошатнулось. Его организм боролся с годами пренебрежения и лишений. Но с каждым днем, окруженный знакомыми запахами и звуками своей семьи, а также самоотверженной заботой доктора Мартинес и ее команды, он становился сильнее. Анна навещала его ежедневно, и ее сердце переполнялось и разбивалось, когда она наблюдала, как цветет ива под присмотром его семьи. Она знала, что скоро его заберут домой, в Нью-Йорк, и ее пребывание с ним подойдет к концу. В тот день, когда Уиллоу разрешили выехать, Джонсоны нашли Анну, сидящей в одиночестве в приемной клинике. Миссис Джонсон подошла к ней и нежно взяла за руки. «Мы никогда не сможем отблагодарить вас в полной мере», — сказала она, и ее голос был полон эмоций. «Вы спасли его. Вы помогли ему выжить, когда мы не смогли. Вы его герой». Анна улыбнулась сквозь слезы. «Он настоящий герой. Его преданность, его надежда. Он научил меня многому о жизнестойкости». Мистер Джонсон прочистил горло. «Мы разговаривали», — сказал он. «Мы знаем, что у вас с Уиллоу особые отношения. Мы надеялись... Что ж, мы были бы рады, если бы вы навестили нас в Нью-Йорке. В любой момент. Ты всегда будешь частью стаи Уиллоу». Когда они собрались уходить,
Уиллоу подошел к Анне и положил голову ей на ногу. Она опустилась на колени, в последний раз обвела его руками, вдыхая его знакомый запах. «Оно. Ты сделал это, приятель», — прошептала она. «Ты никогда не сдавался и теперь возвращаешься домой. Я так горжусь тобой». Уиллоу в последний раз лизнул ее в щеку и радостно побежал к ожидавшему его внедорожнику, высоко задрав хвост. Когда машина отъехала, Анна почувствовала смесь грусти и глубокой радости. Непоколебимая преданность Уиллоу не только вернула его к семье, но и затронула множество жизней на этом пути. В последующие месяцы история Уиллоу распространилась по всему миру, вдохновляя людей по всему миру. Заправочная станция, где он так преданно ждал, стала символом верности и надежды, а небольшая мемориальная доска увековечила годы его терпеливого ожидания. Анна использовала оставшиеся пожертвования, чтобы основать фонд помощи потерянным и брошенным животным, гарантируя, что у других питомцев будет шанс найти дорогу домой. Верные своему слову, Джонсоны приглашали ее в свой дом несколько раз в год, где она и Уиллоу воссоединялись, и их связь была свидетельством неприходящей силы товарищества и веры. Что касается Уиллоу, то он доживал свои дни в окружении семьи, которую никогда не переставал любить. Его непоколебимая преданность наконец-то была вознаграждена, и хотя он больше не мог сидеть на обочине шоссе, в своих мечтах он всегда ждал, всегда наблюдал, был маяком надежды для всех тех, кто когда-либо потерял свою семью. Путь. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк, подпишитесь и посмотрите нашу следующую историю.